Здравствуйте, друзья. Меня зовут Дэнис Реннер, and I welcome you to this program. Добро пожаловать на нашу передачу. Now, usually on this program, we ask questions. You ask questions, and we give answers. Обычно происходит как? Вы задаете вопросы, а мы отвечаем. But tonight we're going to talk about New Но Year's. сегодня вечером мы поговорим о Новом годе. And I'm not here by myself. Я не одна. I'm here with my beautiful переводчик Ирина Козялкина. Здравствуйте, буду переводить пастора Денис. Ирина, скоро будет Новый год. Ой, скоро будет Новый год. And my special guest, Irina И Весть. наши особенные гости. Ирина, добрый вечер. Приветствую всех вас, возлюбленные, дорогие, классные. Oh, it's so good to be with you. Как же здорово быть вместе с вами. Thank you for taking this time to be with us. Спасибо, что вы уделили время и проводите его с нами. Now we've got some really special things for you. И у нас особенно есть что-то для вас. So we want to get started. Нам не терпится начать. Now, if you didn't watch last week, Если вы на прошлой неделе смотрели нашу I передачу, introduced a special recipe to you. я особенный рецепт приготовила. And I heard from many of you that you wanted that recipe. И я слышала, что многие захотели, чтобы я поделилась своим рецептом. So thank you for responding. И спасибо вам большое за ваши комментарии. And so, Irina, let's talk about Новый год. Новый год, и он прям уже вот накануне, мы можем сказать, Да, еще уже чуть-чуть, скоро. уже скоро Новый год. Мы 2 передачи посвятили Рождеству, и вы делились с нами, что вы делаете, что готовите. Сейчас Новый год. Хотела бы узнать, как вы справляете? Я знаю, что в некоторых странах очень хорошо справляют Рождество и практически совсем не справляют Новый год. В России наоборот, мы поговорим об этом. Да. Хотелось бы узнать, вы слушаете с епископом Риком поздравления президента? Слушаете ли, как куранты 12 раз бьют на Красной площади? Вот что вы делаете, пастор Дэнис? Каждый год пастор Рик и я, мы смотрим президент Путин, and we wait for the chimes. Обязательно The Times. The chimes. И обязательно ждем, обязательно ждем куранты. So we're there with the other millions of people. Мы так же, как и миллионы людей, проводим Новый год. And then we go to bed. А потом ложимся спать. Как спас! А гулять! Мы начинаем есть салат оливье, Да, холодец, обязательно. селедку под шубой, Ой, как без этого? красная икра. То есть у нас начинается самое празднование, потому что Выходим в России... из поста. Точно. В России же празднование Рождества идет после Нового года, поэтому самое основное, самое такое волнующее событие – это первое, это Новый год. Конечно. И все готовятся, и готовят еду, потом ее 10 дней едят. Но как можно спать в новогоднюю ночь? И мы еще, наша семья, мы идем гулять до 5 утра, мы гуляем. Салют у нас, мы покупаем вот эти все какие-то бомбочки, вот эти, которые взрываются. Это классно. Я понимаю, что вы уже Рождество справили, и Новый год уже так спокойно. А мы начинаем с Нового года. Да. А мы только начинаем. Различия есть, да. Я знаю, что многие страны, так спокойно. Ну да, Новый встретили и пошли спать. Но интересно, как вы спите, а мы не спим совсем. И вам нравится, как русские люди встречают Новый год? Oh, Дают вам спать. Дают вам спать. Русские люди. Мы не можем ночью спать, у нас все сверкает. I love how Russian people celebrate New Year's. Мне очень нравится стиль русский. Because they do all the fireworks. Потому что все эти салюты And then they have all these huge parties where they spend the night together. и все эти вечеринки, которые люди вместе проводят. And then they eat and eat and eat. А потом они кушают. Oh, I think it's wonderful. Я думаю, это здорово. And there were a couple of years Пару лет назад, when our grandchildren were younger, когда наши внуки еще помоложе были, and we would go celebrate with them on Новый и год. мы Новый год справляли с одним из сыновей. And they were in big apartment buildings. И мы в квартире у них находились, там такой высокий And этаж. there'd be all this salute, and it was so close to the apartment И buildings. там, где они живут, так близко расположены место, где фейерверки происходят. It's like the heavens are not on fire, but they're
filled with color. Это, не то чтобы все небо в фейерверках, но действительно ощущение такое, что все небеса цветные. And the sound. Звук. And so one year we were at the apartment. И вот один год мы были как раз в квартире, справляли Новый And год. all the grandchildren were there. И все наши внуки были с And нами. they started doing the salute. И как раз начались фейерверки. And so they would run to one side of the И apartment. вот они бегали от одной комнаты, где окна. And they're screaming and screaming and И screaming, они визжали, laughing and laughing. смеялись. Then they'd run to the other side of the apartment. После этого неслись в другую комнату, где тоже были окна, And- там были фейерверки. And there goes the salute there. И вот со всех сторон фейерверки. And they're screaming И again. детки визжат. And we adults, we were laughing and laughing and Мы, laughing. взрослые, конечно, это было очень веселое время. I just love how Russian people take the opportunity to be together. Мне просто нравится то, как для русских, то, как вы создаете вот этот момент, как научиться вместе проводить They праздники. don't just, plan and then have just a few, maybe an hour or so, and then it's over. Не то, что посидели часик и разошлись. But you go for hours and hours. Не, у нас это все, часы. And I весело. really love that. Мне нравится. I really love that. Я знаю, что в Америке Санта-Клаус есть, который вот приносит подарки. А в России есть Дед Мороз. И во многих садиках, школах, когда вот преддверие Нового года начинается, приглашают Деда Мороза, он взмахивает своей волшебной палочкой, елочка зажигается, он приносит мешок с подарками. Скажите, нужно ли детям говорить, что это вымышленный персонаж, что это как сказка, или когда они вырастут, они сами поймут? Вот что вы посоветуете? Well, Irina, what did you do? Ирина, а вы что делали? Что мы делали? Мы как раз, когда у нас дочке было 2 года, мы уже пришли к Господу. Потом у нас родился еще сын. И мы решили, что мы не будем говорить детям про Деда Мороза, а мы будем говорить, что это дает Господь, что Иисус дарит подарки. Да, они молились потом и говорили какие-то свои желания сердца по-детски. И однажды сын пришел из садика и говорит: «Мама, там в Деда Мороза переоделась воспитательница». То есть он понимал, что... Да, воспитатель, в детском саду. Поэтому он... И в школе какой-то учитель переодевался в Деда Морозом, и была Снегурочка еще с ним. И они понимали, что его не существует. Но если они молятся, если они верят, то они получают от Господа. Да? И он понимал, что подарок-то мы купим. Да? Вот Господь даст какие-то финансы, мы купим подарок. Поэтому мы решили, что мы не будем говорить детям о Деде Морозе, о Снегурочке. Вот. И вы помните, сказали как-то, что если вы любите своих детей... When our boys were young, Вы знаете, когда наши детки были маленькие, we told them that Santa Claus was a fairy tale. мы им рассказали, что Санта-Клаус And that это сказка. the one that put the presents under the tree А тот, кто кладет подарки под елку, were from mom and dad. это от мамы и папы. And it's telling the truth to your children. Мы хотели сказать, мы решили говорить детям правду. I mean, we did things with Santa Claus at parties. Мы, конечно, тоже, у нас были вечеринки, и частью вечеринки был Санта-Клаус. And but the children knew it wasn't real. Но наши дети знали, что это вымышленный персонаж. But we still had fun. Но, конечно, все равно это не мешало нам веселиться. We even sang songs about Santa Мы Claus. пели песни про Санта-Клауса. But we told them that Christmas was about Jesus. Но мы решили, что мы детям своим с самого начала будем говорить о том, что Рождество – это про Иисуса. And he's the one who gives good gifts. И это Он, тот, от кого приходят благие подарки. Мы говорим им правду. Если мы любим своих детей, то мы говорим им правду. Ну, конечно. Это лучше. Но каждый, конечно, поступает, как он хочет. Потому что я знаю, некоторые родители переодеваются в Деда Мороза, да, и разыгрывают сценки. То есть, каждый веселится, как может. Но иногда надо сказать правду, все равно дети узнают ее потом. Еще хотела такой вопрос задать. Я знаю, что многие в преддверии Нового года подводят итоги.
и составляют планы. У некоторых, знаете, такие планы на холодильник вешают, и думаешь, эти планы никогда не закончатся, чтобы их притворить. Вот знаете, такой план. С понедельника И я года начну. не хватит, да. Вот, пастор Денис, поделитесь, может быть, вы как-то что-то думаете наперед, есть ли желания сердца какие-то, да, вот что, как вы делаете? Well, one thing that I have set as a goal for myself Как я со своей стороны цель или планы, которые я для себя пишу, and I've already started. и я уже, в принципе, начала этот план исполнять, I just became really convicted about my body being stronger. в какой-то момент я даже получила обличение о том, что я должна свое тело тренировать. You know, when you get older, По мере того, как мы стареем, your body is not going to get stronger by accident. само по себе тело укрепляться не будет. It's going to get stronger, but you doing something on purpose. Для того, чтобы наше тело укреплялось и мышцы укреплялись, нужно что-то делать самим, целенаправленно. And so I, on purpose, И поэтому я специально exercise every day. делаю специально упражнения физические каждый день. It's so good for you. Это ведь так полезно для It's нас. good for your mind. Это полезно и для сознания, It's good for your mood. и для настроения, And it's good for your body. и хорошо для тела. So I think this is something I've made the decision to do. И это то решение, которое я приняла для себя. Мой план. Of course, Pastor Rick and I, we want our ministry to grow. Ну и, конечно, мы хотим всегда, каждый год, чтобы наше служение росло. I want this program to grow. И, конечно, я хочу, чтобы эта программа также росла. For Cinderella, if you know what that is, School of Cinderella, I want it to grow. И если вы уже слышали о школе Золушки, ну, конечно, мне бы хотелось, чтобы школа Золушки распространялась. You know, when you have something precious, Когда есть что-то драгоценное, like a precious plant, ну, как семечко, которое мы сеем, you absolutely want it to grow. конечно, мы хотим, чтобы семена, которые мы сеем, возрастали. And so my plan Поэтому мой план is to do whatever I can to help these precious responsibilities that God has given me. Мне бы хотелось сделать от себя все возможное, чтобы ту ответственность, которую Господь дал мне в отношении того, что я делаю, To treat it like a precious plant чтобы я относилась к этому как драгоценное семя and for it to grow. и делала все для того, чтобы оно возрастало. Maybe you need to do something for relationships in your life. Может быть, вам необходимо запланировать сделать что-то для каких-то взаимоотношений в своей жизни. Well, if you want a friend, you have to be a friend. Если вы хотите, чтобы у вас были друзья, станьте сначала другом. Maybe you need to open your heart Может быть, вам надо в чем-то открыть свое сердце and say, I want a friend this year. и перед Господом и сказать: Господи, я хочу, чтобы в этом году у меня появился настоящий друг. Or I want to be kinder to my children. Или, может быть, мне нужно научиться быть более по-доброму относиться к своим детям. Or I want to do more for my grandchildren. Или, может быть, даже я хочу делать что-то большее для своих внуков. It comes as a decision, Такое приходит от решения. and that we do these things on purpose. То есть решение, которое мы принимаем и целенаправленно, последовательно делаем. And the Lord is gracious that He's given us another year. И по благодати Господа у нас наступает следующий год, He's given us breath in our lungs, Господь, который дает нам дыхание в наши легкие, that we can press forward into this next year. для того, чтобы мы могли простираться и делать добрые дела в следующем году. Это точно. И надо не с понедельника начинать, а не с 1 января, да? Потому что мы еще все-таки неделю доедаем все, что Оливье. готовили. Вот. Ну, надо и, наверное, реальные планы писать, да, потому что нереальные, там скинуть 40 килограмм за месяц или что-то еще. Ну, надо реальные планы, да. Yeah, and don't just write it down and then put it in a drawer somewhere. И когда пишете планы, ну не пишите их ради того, чтобы написать и отложить куда-нибудь в дальний ящик. If you're really serious about it, write it down every day. Если вы
если вы серьезны в отношении планов, которые вы строите, пишите их каждый день. If you're serious about it, Если вы серьезны в том, чтобы исполнить какие-то большие планы, you've got to add some energy to pushing forward to that. вам нужна будет также энергия для того, чтобы простираться, для того, чтобы достигнуть своих целей. And it really helps you if you write it down. И очень помогает в этом, когда мы настойчиво записываем, что нам необходимо делать на каждый день. This is my plan for today. Что сегодня я хочу сделать? I'm going to do this. Я хочу сделать то-то и I'm going to то-то. do that. Я хочу сделать следующее. And then the next day, do the same thing. И продолжать на следующий день точно так же. That's how you create habit. Вот таким образом мы создаем привычку. And if you'll even do that for 21 days, И да, если мы 21 день продолжаем это делать, scientists say that we can create a habit in Ученые- 21 days. ученые говорят, что если 21 день продолжать делать одно и то же, мы приобретаем привычку делать это. So God has given us this next year. И вот Господь, мы на пороге того, что Господь нам дает следующий год. So let's say, God, what do you want to do with me this year? Давайте скажем Ему: Господи, что Ты хочешь? Что Ты хочешь, чтобы мы с Тобой сделали в следующем году? I'm alive. Я жива, слава Богу. You're in me. Ты во мне. I want to do something this year. И я хочу в этом году совершить что-то. And if you ask Him to help you, И если вы попросите Господа, чтобы и Он помог вам, then this year won't be the same as тогда last year. вот этот наступающий год, он будет не таким, как прошедший. Аминь, это точно. Аминь. Если попросить Господа, все Аминь. поменяется. И этот год был тоже таким непростым Непростым да? годом, да. И карантин, пандемия. Да. We, in this past year, Вот уже теперь уходящий год, можно сказать. this has been one of the most important years of my life. А для моей жизни это был, наверное, один из очень важных годов. Because of being quarantined Когда объявили карантин, and having more time и у меня образовалось больше времени. and seeing these things that are happening on the earth. И наблюдая за всем тем, что происходит на Земле, I mean, serious problems. довольно серьезными проблемами мы столкнулись. Maybe somebody died. А у кого-то умер кто-то. Maybe even somebody you know died. Может быть, даже кого вы знаете, у вас среди знакомых кто-то умер. Or maybe you lost your job. Может быть, вы потеряли работу. I mean, real serious problems and situations came through this last year. Возможно, в этом году вы столкнулись с по-настоящему серьезной проблемой, ситуацией. Even some people have said, this is the worst year of my life. Может быть, даже кто-то и скажет: вообще, это был самый ужасный год в моей жизни. Well, God has given us another year. Но Господь дает нам и следующий год. And one thing that I have gained through this time of quarantine, И что я для себя поняла и приняла во время карантина в этом году, and just knowing what's going on around the world, и осознавая то, что происходит во всем мире, there's an urgency есть нужда to know Jesus better, знать Бога лучше, to understand Him better, понимать Его лучше, to know His character, познавать Его характер, to know what He thinks. познавать Его замыслы. And I've understood that the only way that I'm going to have that И понимая о том, что мне следует познавать эти вещи, this understanding, это осознание, this knowledge, приобретение this знаний, experience of knowing Him better, переживание того, переживание общения более личного с Богом. which I believe is urgent at this time, И я верю, что это и есть та самая истинная нужда в эти дни. is spending more time with Him.
И для этого нам нужно научиться проводить время больше с Богом. I'm talking about not religion. И я сейчас говорю не о религиозных обрядах, Not I read my one chapter, не о том, что я прочитаю, может быть, одну главу в день and so you can check it off your list. и поставить себе маркер, что одна глава прочитана. Somebody asked me, they said, you know, I don't really get so much out of the Bible. А кто-то мне даже сказал, ну, вы знаете, я не так много читаю Библию-то и воспринимаю оттуда. And they asked me, how do you get so much out of the Bible? И меня даже спросили, ну как ты, читая Библию, так много оттуда принимаешь? I said, because I'm desperate. А я сказала, потому что я отчаянно ищу. I'm desperate. Я отчаянно ищу. I'm desperate to know how to live. Я отчаянно ищу Господа, чтобы знать, как мне жить. And I know that in this book И я знаю, что в этой книге and in His presence и в Его присутствии, and through the person of the Holy Spirit, и благодаря общению с Духом Святым, I'm going to understand more how to live. я буду больше понимать, как мне жить. And I'm going to have the power to do it. И у меня будет сила и власть, как мне это And you сделать. know, it's not just about you being strong. И здесь даже не о том, чтобы быть по-человечески сильным. It's about you being able to help somebody else be strong. Это о том, как помочь и другим укрепляться. And so this is the things that I'm thinking about for this next year. И вот именно о таких вещах я думаю в предшествии следующего года. As I mentioned earlier, И как я уже говорила ранее, I mean, we're living in a time that we never expected an invisible enemy to come and kill people that we know. мы даже не подозревали о том, чтобы мы могли встретиться в этом году с таким невидимым врагом, когда люди погибают, Cause us to lose our job, теряют работы, cause us to be sick. что из-за этого люди действительно серьезно заболевают. None of us knew that an invisible enemy was going to come. Никто не мог себе представить, что вот такой невидимый враг придет к нам. But the Bible says А Библия говорит, that in the last days, pestilence will come. что в последние дни это будут вирусы, будут пандемии. That means diseases. Это значит, что болезни. And so we need to know how to be strong. И нам надо научиться, как нам укрепляться. And I want you to look with me at Matthew chapter 7. И давайте откроем Евангелие от Матфея, 7 глава, And it's verse 24. с 26 стиха. And Jesus 24. is speaking. Иисус говорит, And he says, therefore, whoever hears those sayings «Итак, всякого, кто слушает слова мои and does them, I will liken him to a wise и man исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, who built his house on a rock. который построил дом свой на камне. And the rain descended and the floods came, И пошел дождь, и разлились реки, and the winds blew и подули ветры, and beat on that house. и устремились на дом тот». Don't you feel like that? Понимаете, да? That rains are coming, Чувствуете, что это именно то, что с нами произошло в этом wind is году? blowing, Когда ветры подули, there's реки разлились, storms that are coming against us. дожди прошли, когда бури устремились. This is the situation right here. Это те самые ситуации, которые мы переживали, здесь описаны. And that house did not fall, И написано, и что дом тот не упал. for it was founded on the rock. Почему? Потому что основан был на камне. But whoever who hears these sayings of mine И всякий, кто слушает сии слова мои and does not do them и не исполняет их, is like a foolish man уподобится человеку who built безрассудному, his house on the sand. который построил дом свой на песке. And the rains descended. И вот пошел дождь. You see, the rains descend both on the foolish and the wise. Видите, да? Дождь льет и на глупых, и на разумных. And the floods came, Разлились реки, and the winds blew подули ветры and beat on that house. и налегли на тот дом. And it was a great fall. И он упал. И было падение его
великое. And Jesus was saying, И Иисус говорит, if you want your house to stand when the storms come, если вы хотите, чтобы ваш дом устоял, когда придут бури, we've got to build our lives on the rock. мы должны построить свой дом на камне. And you say, well, Denise, I know you're a strong Christian. Вы можете мне сказать, ну, конечно, Денис, я знаю, вы-то сильная I христианка. don't think of myself like that. Я о себе так не думаю. I think of myself that I need more of Him. Я думаю о том, что я в своей жизни нуждаюсь еще больше в Его присутствии. You see, the word says that we would know the height, the depth, the length of His love. И написано в Слове, что мы будем, что мы будем знать и высоту, и глубину, и ширину познания Его любви. And when we learn about the love of God, И когда мы познаем во всей глубине Его любовь, how much He loves you, как сильно, глубоко Он нас любит, that means that the storms can come. это значит, что какие бы штормы The ни wind can приходили, blow. какие бы ветра ни The дули, floods can come. какие бы наводнения ни обрушивались, But because you've experienced the love of God, но только потому, что мы знаем, какова она, любовь Божья, say, I'm not moving from this place. и говорим, нет, я устаю, I'm не not сдвинусь, moving from this rock. и я стою на камне. My life is founded on this rock. Моя жизнь основана на камне, And I'm not moving from here. и поэтому я не сдвинусь. When you know how much He loves you, Когда мы знаем, как глубока и сильна Его любовь, you want to stay in that place. мы захотим быть в Нем, That's going to keep you on the rock. потому что это поможет нам оставаться на камне. And that's going to keep you strong. И это поможет нам быть сильными. Well, I believe there's many blessings waiting for us in this new year. А также я верю, что много благословений ждет нас в следующем году. God hasn't run out of blessings. Потому что руки Господа не оскудевают от благословений. And I bless you right now. И я благословляю вас. I speak a blessing over your finances. И я благословляю ваши финансы. I speak a blessing over your health. И я благословляю ваше здоровье. I speak a blessing over your relationships. Я благословляю вас во взаимоотношениях. Oh, I speak a blessing over your job. И я благословляю вашу работу. And favor wherever you go. Пусть, куда бы вы ни пошли, у вас будет благоволение. And I hold the blood of Jesus over И you. я провозглашаю защиту крови Иисуса над вами. And I say the word of God over you. И я говорю Слово Божье That no weapon formed against you will над prosper. вашей жизнью, что ни одно оружие, сделанное против вас, да не будет иметь успеха. Make a commitment to this word Сделайте посвящение со Словом Божьим for this new year на следующий год. and receive more blessings from И Him. принимайте больше благословений от Господа. We're out of time. Ах, время закончилось. And from Irina and myself, И от Ирины и пастора Денис с Новым годом! с Новым годом! С Новым годом, С друзья! новым счастьем! Мария
Bye.